А вы уже знакомились с новыми ароматами от бренда Amouage? Если нет, то я в этом видео расскажу и покажу, чем это пахнет и как это выглядит. Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. И сразу хочу сказать большое спасибо спонсору этого видео, нашему другу и товарищу Алексею, за такой шикарный подгон. Это сет Odyssey Collection от марки Amouage. По сути, он состоит из новинок ароматов данного бренда, над которыми работали топовые парфюмеры нашего времени, такие как Quentin Bish. И сразу хочу сказать, я разнашивал все эти ароматы, изучал, как они пахнут перед этим видео. И один аромат, я сразу хочу спойлернуть, будет действительно топовый, так же, как и Ганимед, как и Баккара Руж, так как он собирает действительно комплименты, пахнет очень круто, супер стойко, шлейфово, так что не смотрите это видео до конца. Это будет последний аромат, который меня поразил, и действительно мне захотелось поизучать, поразнашивать и, возможно, офлаконить. И мне даже в первый же день задали вопрос, что же на мне такое. То есть он вызывает у людей большой интерес, как-то классно это пахнет, и хотят сделать люди комплименты на него. Ну вот, отвлекся. Это коробочка такого цвета, которая сейчас выходят ароматы во флаконах вот именно такого какого-то светло-глиняного цвета. Но на самом деле тактильно все очень приятно. И, конечно же, это выглядит все очень шикарно. Потому что здесь внутри вот такой, типа, знаете, как бархат. Это все такое прям приятное на ощупь. Я хочу по традиции своих видео, как всегда, я начинаю слева направо. И начну я с Incliff, аромата Incliff. Чем же мне он пахнет? А мне нравится, как выглядит флакон. Очень красивого цвета. Флаконы, которые такие немного вытянутые, прямоугольные, они как бы для мужчин предназначены, но они заявляют как унисекс. А такие более квадратненькие, пухленькие флакончики, они больше для женщин. Вот. Чем же мне пахнет Incliff? Старт. Здесь очень много мяты, свежести, кардамона. Здесь очень-очень много мяты. Иногда на коже даже перекликается, как будто пахнет зубной пастой. И сделал этот аромат парфюмер Жюльен Раскине. Я здесь немножко открыл фрагрантику, чтобы рассказать, потому что над этой всей коллекцией работают топовые парфюмеры. Вот. И здесь очень много мяты. И периодически мне он пахнет Кока-Колой. Кока-Колой, которые сделали такой, знаете, охлажденный из холодильника и присыпали корицей. Это Кока-Кола с корицей для меня. Сильно очень стойко пахнет. Один из самых стойких ароматов из этой вообще коллекции. Если вы любите что-то очень стойкое и очень громкое и шлейфовое, вот это вам подойдет. Вижу на всех флакон бесподобной красоты, такого темно-синего цвета, такой немного морской волны, но волны именно морской глубины, такого темно-синего цвета. Выглядит просто шикарно и потрясающе. Я бы что сказал, поставлю оценку ему 7 из 10. Наверное, для меня перебор с мятой, но я как знаю, то, что сейчас мятные ароматы, они приобретают популярность среди людей, и как-то многие его полюбили, эту ноту мяты. Классно подойдет именно на летнее такое жаркое время. Второй аромат называется Mender, парфюмер Mackenzie Reilly. Чем же мне это пахнет? Это прям морковка морковная, вареная. Так как здесь много еще специй, черный, красный перец, пахнет немножечко корейской морковкой. Вот такой салат есть, острый такой. Приятный аромат очень, сладкий за счет сандалового дерева. Все мне в нем нравится, все хорошо. Красивый флакон такой,
пастельно-зеленого цвета. Но он не стойкий на моей коже, он держится максимум 2 часа. Так как все эти ароматы довольно-таки недешевые, за 100 мл это будет стоить порядка $320 на официальном сайте. Это на официальном, а в магазине могут быть еще дороже цены. И мне это нравится, я поставлю 7 из 10, но так как это не очень стойко, я вот снизил балл. Но приятно. Я не скажу, что это прям морковка-морковка, такой уютный морковный тортик. Третий аромат из этой коллекции называется Boundless. И мне этот парфюм очень даже нравился раньше, из всей коллекции Amouage. Вообще я Amouage как-то всегда прям даже часто его хейтю, потому что, не знаю, мне изначально этот бренд не очень понравился. Но вот когда я познакомился с Boundless, мне это прям открыло какой-то новый мир, историю Amouage. Это очень много здесь табака, пряного табака, древесной смолы, хвойной. Есть немножко небольшая кислинка даже, вот такая хвойная. Очень классный аромат, и на коже он раскрывается у меня даже косточкой такой вишневой, вот такой немножко с горчинкой. Сладкий табак, сладость какао здесь даже есть. Все в нем хорошо. Но в последнее время почему-то я его не так стал любить. Вот у меня поменялся со временем вкус. То есть 2 года назад я познакомился с этим брендом и с этим ароматом. И это была новинка 2021 года все-таки. И мне он прям так зацепил. Я помню, я его наносил на работу, и он до вечера на мне держался. Он очень стойкий. Он трансформируется в течение дня. То есть я даже хорошо его отчетливо слышал в себя, несмотря на то, что не все ароматы на мне доживали. И он дает какой-то уют. И он больше все-таки на холодное время года. Вот в жаркое время, вот сейчас я его начал разнашивать, как-то мне он немного не зашел. Поставлю ему, наверное, 7, потому что стал менее нравиться. Потому что познакомился с более интересными, крутыми ароматами, и он уже по рейтингу подупал. Все, а так его рекомендую, если вы любите табачно-смолистые древесные ароматы, он очень мужской даже, я хочу сказать. Красивый флакон. Флакон такого темно-табачного цвета, вот с красивой крышкой. Вот мужикам идеально подойдет. Вот вообще класс. И очень благородно звучит. 4-й аромат из этой коллекции называется Search, переводится как поиск. И это для меня прям лимонная летняя поливашка за большие деньги. Но это довольно-таки стойко. Для лимонного цитрусового аромата это очень даже и хорошо. Старт мне очень нравится. Вот старт просто крутейший, наикрутейший. Прям вот как будто вот вылили сок вот этого лимона, цитруса, прям кислый-кислый. Ой, вообще отлично. И здесь он еще припилен черным перчиком. Я очень любил раньше надрезал ломтики лимона и посыпал их черным перцем. Вот это вот действительно вот мне сейчас пахнет вот этой тарелкой лимона с черным перцем. О боже, это звучит супер классно. Но на коже он потом со временем начинает раскрываться как-то одеколонисто. Одеколонисто немножко и дешевить. Вот пахнет каким-то таким обычным лимонным цитрусовым одеколоном. Но немножечко есть какая-то подкопченость. Я так понимаю, это дает как раз таки гвояк. Гвояк дает вот эту подкопченость. Классно пахнет. Если вы любите лимон и такое немножечко подкопченое вот настроение, как Black Afghan, такая подкопченость, приятно. Она приятная и, можно сказать, брутальная. На женщинах, скорее всего, тоже его не вижу, он больше подойдет для мужчин. Флакон как выглядит? Также похож чем-то на Мендер и такого
зеленого цвета. Что бы я сказал? Это стойка для цитруса, но не шлейфово. Это будет прям близко к коже. За такие деньги, которые это стоит, это дорого. Если вам прям этот зашел аромат, то покупайте. Так будете чисто для себя кайфовать и ходить. Идеально подойдет вот сейчас на жаркое время года, на лето. Прям идеально поливаться. И здесь вот действительно какая-то есть такая винтажная, классическая вот одеколонистая база. Вот мне так кажется. Просто эта одеколонистость обыграли вот сейчас то, что модно, это гвояк, подкопченость и цитрусы. Ставлю ему, кстати, оценку. Наверное, 7. 7 из 10. Ну, не дотягивает. Немного простовато и скучновато. 5-й аромат называется Purpose, цель. Сделал этот аромат Quentin Bish, гениальный парфюмер. И чем же мне это пахнет? Это на самом деле интересно. Это сейчас модно. Здесь много ладана. Я чувствую замшу и черный перец. И вот эта замша, черный перец, такое, знаете, для меня настроение, как будто я выехал за город на пикник. Мы развели костер, взяли с собой маринованный шашлык, мясо, и начали делать на мангале шашлык. И вот на моей коже это вот так и пахнет. Вот немножечко замша, она дает такой мясной здесь аромат. Именно, знаете, такого маринадного мяса. Это прям очень вкусно пахнет. Это для меня аромат шашлыков на природе, костра, вкусного шашлычка поесть. Это действительно вот аромат лета, отдыха там в лесу, возле озера, с друзьями, со знакомыми, с родственниками, может, с семьей даже. Ну, вот пахнет действительно вот шашлыком, костром. И это очень необычно. Очень необычный аромат. И сделал его, как я сказал, Quentin Bish. И это новинка 2023 года. Сейчас это, конечно, модно. Это немножечко в стиле Филиппа Сарчинелли, так как здесь очень много ладана, вот эти цитрусы. Ну и пахнет мне все-таки шашлыком. Аромат шашлыка. Следующий аромат называется Crimson Rocks, как в переводе с багровые скалы. И действительно аромат такой багрового цвета. Какой же красивый там флакон. Малиново-красный. И аромат ассоциируется с этим флаконом, с этим цветом. Здесь я слышу много каких-то красных ягод. Возможно, это брусника, клюква, вперемешку с лепестками роз. Все это залили медом, начали это все варить, бурлить и засыпали уже в конце для пикантности и яркости корицу. И это все так классно, вкусно пахнет. Идеально подойдет на зиму вообще. Есть какая-то небольшая схожесть, но это прям отдаленная схожесть с Сержем Лютансом Baptême de Femme. Тоже там какая-то роза такая со специями, сладковатая. Только там уже прям в переходе с порохом, запахом немного даже крови. А здесь все-таки очень такое уютное чаепитие вечером, когда вы пьете чай, но чаем здесь не пахнет. И это я так образно говорю. Чай с ягодно-розовым вареньем, с корицей, и это так все вкусно. Я поставлю этому аромату 7. Я думаю, что он идеально подойдет именно на осень-зиму. Вот сейчас летом это не его время. Класс. Рекомендую. 7 аромат называется Aether, на берегу. И действительно, это жасмин на берегу реки или на берегу озера.
Такой влажный жасмин. Моей маме это 100% понравилось и понравится, я думаю. О, это хорошо. Это моноаромат жасмина. Амуаж все-таки создали. Вот у них же есть секретный сад, где они там мимозу, сирень, тубероза. Вот здесь только надо им было включить в ту подборку вот этот аромат жасмином. Это пахнет, когда вы только-только принесли какой-то букет белоцветочный домой, поставили его в вазу, и вот он в вазе у вас раскрылся, начал выдавать свои вот эти все прекрасные ароматы цветов, освежает, дарит такой природный цветочный запах. И очень естественно звучит, натурально, природно. Очень красиво. Поставлю ему 8. Это один из лучших жасминовых ароматов, которые я знаю. Я когда, кстати, разнашивал все эти ароматы, я его нанес на себя утром, потому что мне он понравился. И вечером я уже пошел в душ. И представляете, я до сих пор в душе слышал себя этот аромат. Он очень классно и стойкий. Девушки, присмотритесь. Если вы любите жасминовые ароматы, вам это понравится, 100%. Следующий аромат называется Material. Material – это у нас в переводе материальный. Для меня это аромат янтаря, камень. Янтарь, по сути, это амбра, да. Я был в Калининградской области, был в Калининграде, перешел практически все магазины янтарные, где продается янтарь. Даже был в фирменном магазине, для которого создает завод по производству янтаря, янтарных изделий. И нам продавец сказал, когда мы были, чтобы проверить, натуральный ли янтарь, надо опустить эти янтарные бусы в воду. Если они всплывут, то это настоящий янтарь. А если они утонут, значит вам продали пластмассовое изделие из ненастоящего янтаря. И второй способ, чтобы проверить янтарь, вам надо потереть эти бусинки янтарные друг об друга. И создается такой аромат такой морской, древесно-хвойный морской, вот такой аромат. Вы его потерли, и вот действительно, вот когда я натирал эти янтарные бусы, чтобы проверить, оригинальный или нет, вот это вот так им пахнет. Это аромат янтаря. Парфюмер Сесиль Заракян, она создает действительно хорошие ароматы, такие достойные, интересные. Я думаю, что он в таком направлении, как у Сержа Лютанца, Амбра Султан, вот в том направлении. Чем-то похоже даже. Но здесь мне не нравится то, что он на моей коже через 2 часа раскрывается в какую-то грибную тематику. Пахнет немножечко грибами, такими свежими грибами из леса. Поставлю вот ему 7, потому что странное раскрытие со временем. Поэтому обязательно это все разнашивайте на своей коже перед тем, как это купить. И предпоследний аромат из этого сета называется Lineage, в переводе как родословная. И мне этот аромат меньше всего понравился. К сожалению, я-то думал, что будет что-то интересное. Но нет. Родословная. Наверное, меня немножечко относит к моей, может быть, бабушке. Здесь вот действительно пахнет какой-то гвоздикой, лавровым листом. Такое то, что очень много специй, очень много здесь смол древесных. Смол именно там бензоина, лабданума, типа такое все. Немножечко подкопчености. И это все немножечко мне не нравится. Я не люблю такое направление в ароматах. Но это чисто мое мнение. Вы обязательно попробуйте. Если вам нравятся ароматы гвоздики, лаврового листа, много смол, древесности, обязательно вам это, возможно, зайдет. Потому что это сделано неплохо. Но чисто моя вкусовщина такая, то что я ставлю оценку 2. Я такой носить точно не собираюсь.
и мне никак не зацепил этот аромат. Вот никак. И последний аромат из этой подборки называется Guidance. Руководство. И это будет, я так думаю, в ближайшее время хитом, таким как Baccarat Rouge, как Ганимед. Этот аромат набирает популярность в парфюмерных кругах. Вот изначально он будет в парфюмерных кругах набирать. Почему? Его сделал Квентин Биш, гениальный парфюмер. Это новинка, кстати, этого года, 2023. И да, этот аромат просто сносит крышу. Как это все круто сделано. Здесь такая груша, она очень натуральная, звучащая. То есть обычно грушевые ароматы, они немного ассоциируются с какой-то девчачестью, такой, знаете, с юностью, больше направление девушек. И здесь груша прям вот как будто вы сорвали с дерева, разрезали его. И вот мякоть у груши, она же такая немножечко зернистая, мелкозернистая. И вот я действительно прям чувствую вот эту грушу. Ее немного карамелизировали, сделали ее карамельной. Обсыпали эту грушку вокруг обжаренным таким фундуком. И придали какой-то такой древесности, может быть, возможно, какой-то дубовой древесности. Очень вкусно пахнет, это супер стойко, это вот мега-мега стойко, большой шлейф и супер комплименты, он интересует всех. Я сразу, когда испытывал этот аромат на себе, я пошел в барбершоп буквально вчера, постричься, нанес на себя 4 пшика этого аромата. Когда меня стриг барбер, подошла ко мне женщина, она работница этого барбершопа, и спрашивает: от вас так вкусно пахнет, а на вас аромат Versace черный флакон такой? Я говорю: нет, я даже не знаю, что это за аромат. Она сразу переключилась на барбера, она говорит: это ты нанес на себя какой-то аромат? Он говорит: да, у меня, я пользуюсь Hermes. И достает такой travel флакончик Hermes. Я вообще не ожидал, что он носит даже с собой этот аромат. Я не спросил, какой у него аромат. Что-то я был немножечко какой-то весь в проблемах, задуманный. Но эта женщина такая: ой, как от тебя вкусно пахнет, ой, как классно, как от тебя вкусно. Но я понимал, что это от меня все-таки, потому что этот барбер работает уже давным-давно, и почему это она только сейчас начала на него обращать внимание. Окей, я пошел постригся. Потом я вечером встретился с Сергеем, и Сергей задал сразу же вопрос: что от тебя так вкусно пахнет? Что на тебе? Интересно очень. Я говорю: вот Амуаш, новый Guidance, который Квентин Биш придумал. Он говорит: о, такой шлейф, хороший, стойкий. Он подумал то, что пахнет Сирио от Мендита Росса. Ну, на самом деле есть какая-то схожесть, но все-таки это действительно вот аромат будет вызывать и спрашивать вас вопросы, что это такое на вас, с чем-то так классно и приятно пахнет. Вас с этим ароматом не оставит незамеченным. Действительно, очень-очень классная работа. Присмотритесь обязательно к этому аромату, потому что это будет прям хит в ближайшее время и топчиком. Нанесите обязательно и прознашивайте, и вы поймете то, что это прям очень крутой аромат. Хочу вам сказать большое спасибо за просмотр этого видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось. И не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали, и забывайте этого сделать, на наш канал. Большущее и спасибо Алексею, спонсору этого видео. Вам хочу пожелать всем прекрасного настроения, чтобы вы также прекрасно, классно пахли, как все эти ароматы от легендарного уж дома Амуаш. Вот. И хочу пожелать вам хорошего настроения и удачи во всем. С вами был Слава, канал Мой Флакон. Всем goodbye.